Здравствуйте, Водолеи! Давайте посмотрим, что вас ждет в августе месяце. Какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в августе. Работаю я на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить в августе месяце. Знак зодиака Водолей. С какой энергией вы войдете в август из июля? Что у вас будет происходить в августе? Первая декада. Вторая декада. Третья декада августа. И энергии, с которой вы выйдете из августа в сентябрь. Энергии, с которой вы входите в август. Здесь у нас ложится король ключей, и она у нас прямая. Да, мы видим, что человек, мужчина, едет на своей шикарной лошади, возвращается домой, вот в этот свой замок. То есть и замок, и все эти земли принадлежат ему. Да, он счастлив, он спокоен, потому что он едет домой. Карта может показывать предпринимателя с государственной, коммерческой властью. Этот человек уверен в себе, он проницательный, но, возможно, чересчур сосредоточен на своей работе или карьере. Но все-таки этот человек может быть вдумчивым и полезным для вас в бизнесе, может быть, в финансовых вопросах. Но чаще всего он ориентирован на цель, нежели на людей. Имейте это в виду, если этот человек оказывается любовным интересом для вас или какого-то важного для вас человека. Ну, а если король ключей показывает вас или важного для вас мужчину, то здесь будет очень серьезное продвижение по службе, повышение доходов, повышение карьеры. Но здесь может быть области, связанные с финансами, недвижимостью, то, что типично для короля ключей. Управление также в бизнесе. То есть, как бы еще карта говорит, наступает очень хорошее время для работы на себя, расширения бизнеса, ну, для вас или вот для важного в вашей жизни мужчины. Да, ну вот первая декада августа, здесь ложится до Акаши Филд, это поле Акаши, но карта перевернутая. Вообще она в прямом положении показывает поле Акаши, в котором вибрирует вот эта мощная божественная энергия. Когда она прямая, она говорит, что вы полны сил, вы можете черпать знания из хроник Акаши через сны, через подсказки. Ну и вас переполняет энергия. Но когда эта карта переворачивается, она показывает вот в начале августа какой-то дисбаланс в вашей жизни. То есть ваши силы и энергии будто разрознены и внутри вас, и вокруг вас. Да, может быть, это вокруг вас будет происходить какая-то сложная конфликтная ситуация. Или вы будете переживать, может быть, кризис. Также вы можете испытать огорчение или враждебность. Что-то, какой-то вопрос заведет вас в тупик. Конечно, еще это сильные вибрации, сильные эмоциональные переживания. Но вы должны знать, что вот это ваша или паника, или ваше волнение, они расщепляют вашу энергию и вызывают во Вселенной как бы вот какую-то такую сильную вибрацию. Но энергия Вселенной всегда для вас доступна. Вот решение тех вопросов, из-за которых вы будете очень переживать, они вибрируют во Вселенной. Но пока вы не успокоитесь, не сбалансируете свои эмоции, вы будете как передатчик, который настроен на неправильную частоту. Вселенная это может помочь вам решить этот вопрос, дать вам подсказки. Но она вас сейчас не будет видеть, потому что вы будете очень эмоциональны. Да, эта карта говорит вам, если что-то такое сложное будет, вам нужно будет остановиться, сделать шаг назад и попытаться по-новому взглянуть вот на те вещи, которые вас будут так сильно волновать. Еще эта карта может говорить, что у вас будет какая-то
спешка и нетерпение может быть объять необъятное, потому что вот вторая декада августа у вас ложится шестерка свитков, карта называется The Sands of Time, это пески времени. Мы здесь видим, что мужчина стоит, засучил рукава, у него очень много свитков. Свитки — это мысли, это планы. Но вот здесь стоят песочные часы, как бы солнце уже садится за горизонт, и песок очень быстро сыпется. А когда эта карта приходит в прямом положении, она может показывать, что в каких-то важных вопросах время будет иметь для вас очень существенное значение. То есть может появиться какая-то возможность, которую вы не захотите упустить. Это может быть проект, ситуация, может быть личное взаимодействие. И оно будет требовать от вас очень большой активности, ну и, естественно, завершения. Может быть, до этого у вас были замедления. Да, вы, может быть, были очень активны, трудолюбивы в течение некоторого времени. Но теперь вот вам нужно будет приложить как можно больше усилий, настойчивости, чтобы что-то довести до конца. Самое главное, как карта говорит, не позволяйте беспокойству увести вас от цели. Потому что вам очень много предстоит сделать. Вот это вот волнение, если это будет волнение, что у вас не получится, оно будет вам мешать. Но также это нетерпение, да, вот быстрее сразу. Поэтому вот обратите внимание, это будет вас задерживать. Постарайтесь держать эмоции под контролем. Ну, а третья декада августа, может быть, конечно, кто-то в отпуск уйдет. У нас тут ложится пятерка силы, это карта сезонная, это лето, зима, но она у вас ложится в позиции зимы. Да, она показывает для вас цикл инь. Это больше время восприятия, которое идет вовнутрь. То есть вам нужно будет, может быть, провести переучет или подвести итоги. Но этот этап, как правило, требует меньшей активности. Но карта говорит, что вот эта спокойная энергия, она окупится позже. Сейчас для вас будет очень хорошее время для отдыха, для медитации, для соединения со своим духом, ну и построения планов на будущее. Потому что все-таки зимний цикл – это внутренняя активность, которая смешана, ну, может быть, со спокойным уединением. Да, если это ваша внешняя жизнь будет требовать от вас каких-то действий, обязательно все выполняйте, но опять же вот с вниманием и с внутренним спокойствием. Самое главное, не забывайте расслабляться. Позвольте себе строить планы для новых начинаний, ну, которые как бы метафорически придут для вас весной. Ну, если реально вы здесь будете, какой-то объем у вас большой, и вам нужно будет что-то здесь завершить, и это потребует от вас очень больших сил, то здесь карта говорит, нужно восстановить свои силы, отдохнуть, ну и подумать о следующих планах. И энергия, с которой вы выходите из августа в сентябрь, здесь у нас ложится семерка роз. Карта называется The Journey. The Journey — это путешествие. В прямом положении мы видим, стоит корабль. Здесь стоят люди на берегу, на пирсе с вещами. Ну, подплывает лодочка, сажает их в корабль и отвозит их, да, который затем доставит их в пункт назначения. Но когда эта карта переворачивается, она может показывать, что какое-то путешествие или переезд могут быть отложены или даже отменены. Если вы захотите сейчас расширить, изменить или разнообразить свою работу, возможно, сейчас не самое подходящее время. Но карта говорит, не волнуйтесь, вы не потеряете эту возможность для новых открытий, новых путешествий, может быть, новых мест. Просто это будет чуть-чуть отложено. Самое главное, проявите терпение, следите за тем, что сейчас лежит перед вами в настоящем. Вот этот ваш корабль вернется за вами снова, но когда придет время. Вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.